Доброе утро из солнечной Японии, с вами Тори-чан. Сегодня у нас обычный будний день, но я хочу сделать себе self-care день, пойти проверить мои зубы. Я уже полгода, как мы переехали в Фукуоку, ни разу не была у стоматолога. Также я хочу постричься и, возможно, переделать мои ногти, если успею. Обычно я все это делаю в будние дни, потому что по выходным все забито саларименами, салари-вуменами. Люди, кто в Японии работает в обычных фирмах, у кого только выходные. Поэтому тяжело попасть на выходных к стоматологу очень или к любому врачу. Так что сегодня небольшой выходной, self-care в будний день. Идемте со мной? В Японии все клиники частные и специализированные. Это касается не только стоматологии, а всего. Есть отдельные клиники, которые специализируются на дерматологии, внутренних органах, переломах и так далее. Поэтому бывает такое, что болит живот, идешь к специалисту по животу, а тебе говорят: с животом все хорошо, идите к другому врачу. В обычных стоматологиях не ставят брекеты и не делают больших операций, как, например, удалить непрорезавшийся зуб мудрости, но могут проверить состояние зубов, сделать чистку, поставить небольшие пломбы и, если нужно, дать направление в крупную больницу, куда обычно без направления не записывают. В Японии лечат по страховке, которая покрывает 70%, поэтому от полной стоимости сам платишь только 30%. К сожалению, страховка не покрывает косметические процедуры, как отбеливание зубов и даже белый имплантант. Да, по страховке можно поставить только серебряный зуб, хочешь белый – плати сам. Вот мы и приехали в стоматологию, которую мне посоветовал Изуми. Не знаю, хорошая она или плохая, надеюсь, хорошая. Вот такая маленькая клиника, называется Юда. Скорее всего, это имя главного врача. Часто называют клиники в честь главного врача, потому что они передаются по наследству в семье, как семейный бизнес. Ну что ж, идемте внутрь. Дают вот такой листик, который нужно заполнить. Можно даже нарисовать, где что вас беспокоит. Все на японском языке. Иногда при входе в клинику нужно снимать обувь. Тут обувь нужно снимать, когда садишься в кресло. Даже есть маленький стульчик для детей и маленькие тапочки. Осмотр у врача закончился. Мне довольно понравилась эта клиника, несмотря на то, что снаружи она смотрелась довольно старой, внутри все очень чистое, красивое. Врач, женщина, которая мне осмотрела и почистила зубы, была очень добрая, внимательная. И мне очень понравилось, что здесь не было разговоров о том: ой, сколько лет вы живете в Японии, какой у вас хороший японский язык. Потому что всегда, когда иду к врачам в Японии, разговор начинается с этого, и это немного надоедает, потому что все спрашивают одни и те же вопросы, и хочется, чтобы быстрее начали лечить, а не вот эти вот разговоры: откуда ты, сколько лет ты в Японии, как хорошо говоришь на японском языке. Здесь этого не было совершенно. Мне в этом плане понравилось. Даже не спросили, понимаете ли вы японский язык, что, наверное, не очень хорошо, если вы не понимаете японский язык, но мне лично такое нравится отношение, совершенно без вопросов лишних, только о что беспокоит, какое лечение вы хотели получить и так далее. Мне нужно будет вырвать зуб мудрости, потому что он просто уже почернел. Минус японских клиник — это то, что здесь не делают все за один раз, они разбивают все на несколько приемов. На одного пациента обычно выделяется 1 час. Мне осмотрели и почистили рот только вот ровно за 1 час, ни больше, ни меньше. В этом плане японские клиники не очень удобны, если ты хочешь сделать все за раз, а не ходить неделями по часу лечить 1 зуб. Но, с другой стороны, в Японии система, что ты можешь пойти в любую клинику, ты не привязан к клинике в своем районе или даже в своем городе. Ты можешь пойти к любому врачу в любую клинику
в любом городе Японии. Главное иметь страховку. В принципе, можно даже и без нее. Она просто делает оплату дешевле на 70%. Но даже без страховки можно пойти в любую клинику в Японии. Что, я считаю, довольно удобно. Но нужно ходить вот так вот по часику, лечить зубы нужно будет мне. Ну что ж, идемте дальше. Но для начала оставлю мой велосипед на парковке под вот таким мостом. Парковка велосипедов, потому что слишком далеко на нем ехать я не хочу. Вот такая вот машинка. Покупаете билетик на 100 йен на целый день. Первым делом я иду в маникюрный салон, чтобы переделать мои ногти, которые уже очень сильно отросли. Я обычно так ногти не отращиваю, но у нас были планы поехать в Токио очень скоро. Я думала там переделать их у Сомы, моей подружки, которая мне сделала вот эти вот ногти. Но я уже не выдерживаю ходить с такими длинными ногтями так долго, потому что скоро я их, видно, обломаю. Так что идемте переделаем их. Салон находится внутри обычного здания, обычный лифт, ничего модного. Я впервые сюда иду просто потому, что это ближайший салон к моему дому. Надеюсь, что здесь делают нормально. Вот здесь. В нейл-салоне тоже дают заполнить анкету с вопросами о состоянии ваших ногтей, аллергиях и предпочтениях, а потом можно выбрать готовый дизайн или попросить оригинальный. Осторожно, японские нейл-салоны могут шокировать, потому что здесь совершенно другое отношение к маникюру. В большинстве салонов, где я была, нейлисты не носят перчатки, до короны маски тоже не носили, мало где есть маникюрный пылесос или стерилизатор для инструментов. Инструменты не одноразовые, а обычные и могут просто вот так, как тут, лежать сзади на столе. Дело в том, что в Японии практически не обрабатывают кутикулу, только по-сухому машинкой. Возможно, поэтому здесь не так беспокоятся о стерилизации инструментов, ведь ножницы здесь практически не используют. В этом салоне кутикулу вверх не поднимали, а только совсем немного машинкой спилили. Я к такому уже привыкла и обычно до салона сама кутикулу обрезаю, но в этот раз я не успела. Перед нанесением геля наносят защитный слой, а потом цветной гель. Обычно красят в 2 слоя. Сейчас в Японии популярны так называемые нюанс-ногти, когда комбинируют разные элементы, как градиент, блестки и текстуры. Однотонный цвет в основном предпочитают девушки, у кого на работе строгие правила касательно маникюра. Вот такие ногти мне сделали. В этот раз решила сделать довольно простой маникюр. Мне кажется, что в приоритете здесь скорость. Мне сделали ногти за 2 часа, стоимость такого простого дизайна стоит 5-7 тысяч йен. Мне сделали очень быстрый маникюр, поэтому у меня еще время есть до парикмахерской. Поэтому я решила купить себе кофе в комбини магазине, булочку в кондитерской и посидеть в парке. Удобно, что в Японии на каждом углу есть вот такие круглосуточные магазины комбини, где можно купить абсолютно все необходимое. Здесь есть огромный выбор разных напитков, 100 разных видов зеленого чая в бутылках, много видов кофе, латте, даже матча, но вот найти чай с лимоном вроде Липтон трудно. Красота, дети гуляют с родителями. Студенты выпивают в будний день, правильно. Очень красиво. Видите, сакура такая белая. Часто на картинках ее рисуют как розовую, но много есть вид сакуры, и белая, и розовая. Но вот такая вот белая, она самая, пожалуй, в Японии распространенная. Поэтому вот так вот она смотрится. Уже опадает. В этом парке, кроме скамеек, также есть вот такие большие скамейки, на которых можно устроить пикник прямо под сакурами.
Очень удобно, что такая вот большая скамейка, которая и как стол может быть, на ней можно разложить еду, напитки и сидеть на ней тоже. В Токио в этом году во время цветения сакуры лил дождь, но нам повезло, в Фукуока как раз на Манкай, полное цветение сакуры, отличная погода. На улице примерно плюс 20 градусов и не облачко. Сакурой можно любоваться вечно, но мне нужно привести мои волосы в порядок. За 10 лет в Японии я посетила множество разных парикмахерских, но, честно скажу, ни в одной мне не понравилось на 100%, как меня постригли или покрасили. Возможно, это я придирчивая, но мне кажется, что все же японским парикмахерам тяжело с непривычки работать с моими не японскими волосами. Также в Японии часто стригут так, что прическа смотрится хорошо, только уложенная плойкой и гелем для волос, что не подходит людям, как я, кто любит обходиться только феном. А эта парикмахерская, куда я сегодня пойду, сюда я тоже иду впервые, поэтому ни на что не надеюсь. Посмотрим, как меня постригут и покрасят. Снаружи смотрится как довольно большое и приличное место. Ничего себе внутри, как красиво. В парикмахерской тоже дают заполнить анкету с вашими предпочтениями. Спрашивают, что вас беспокоит, есть ли у вас время или вы спешите. Иногда даже спрашивают, хотите ли вы, чтобы парикмахер с вами разговаривал или нет. После заполнения анкеты главный на сегодня парикмахер представляется, дает свою визитку с именем и на iPad показывает примеры причесок, похожие на мой запрос. Во всех парикмахерских, что я была в Японии, обслуживание очень похоже. Плечи накрывают полотенцем, а сверху надевают вот такую накидку с прорезами для рук. Очень удобно, можно в инстаграмчике посидеть, пока стригут. Скоро у нас начнется адская жара, поэтому я решила снова постричься покороче. Каждый раз я думаю отрастить волосы, но не выдерживаю и срезаю. Не люблю слишком долго ходить с одинаковой прической. В Японии популярны как прически с длинными волосами и завивкой, так и короткие стрижки боб. В последнее время особенно популярен так называемый кириппанаши бобу, дословно переводится как просто отрезанный боб, когда срез волос прямой. Перед окраской кожу возле волос смазывают кремом, чтобы кожа не покрасилась, а на уши надевают вот такие пластиковые шапочки. После чего кожу головы пшикают охлаждающим спреем, точно не знаю, что это, но это для того, чтобы кожу от краски не пекло. Мне делают популярную в Японии окраску волос иоринг кара, когда красят волосы только возле ушей, что-то вроде inner color, но менее броское. Ну что ж, посмотрим, что из этого выйдет. В японских салонах красоты также много разных уходов за волосами, разнообразные маски, очищение скальпа при помощи углеродного пилинга и так далее. Я не успела снять видео, но также перед феном делают небольшой массаж плеч. Вот такой получился результат. Я просила сделать розовый цвет как можно ярче, но это максимум яркости, который они смогли добиться за одну окраску. Также было пропущено немного осветленных волос. В других салонах мне уже делали похожую окраску, и у них с первого раза получался намного насыщеннее розовый цвет, поэтому я бы поставила окрасу 3 балла из 5. Стрижка мне нравится, получилось легко и по-весеннему, но мне не смогли полностью убрать объемность волос сзади, чувствуется, что стригли с расчетом тяжелых азиатских волос. Скорее всего, завтра я проснусь с прической одуванчик, которую можно будет только гелем на место уложить, поэтому стрижке я бы дала 4 балла. Весь процесс занял 3 часа и стоил 11 тысяч йен. Ну что ж, посмотрим, понравится ли Изами моя новая прическа. Тадайма! Пассари киримашита. Не. Я дома. Тадайма. До? なんか新鮮だね。でしょ？久々だね。あ、シンプルになったね。春っぽくていいじゃん。フレンチネイルだっけ？違う。
Лучшее завершение дня ухода за собой – это уход за лицом. Несколько лет назад я делала видео о моем уходе за кожей и показывала японский 10-этапный уход. Японский уход состоит из нескольких этапов умывания и наслаивания лосьонов, молочка для лица, сыворотки, крема, в общем всего, что у вас есть в шкафчике. Сейчас у меня более простой уход из 4 этапов. Умывание пенкой, когда я без макияжа, как сегодня, нанесение увлажняющего лосьона или маска для лица, увлажняющее молочко для лица. Сейчас мое любимое это Альбион, а также сыворотка с витамином C от Kiehl's. Но, честно скажу, каждый день сил на это не хватает, поэтому я стараюсь хотя бы несколько дней в неделю выделять на увлажнение кожи, особенно зимой и весной, когда воздух очень сухой. Теперь вы знаете, что ожидать от японских клиник и салонов красоты. Подписывайтесь на канал за новыми видео о Японии. Также вы можете поддержать выход новых видео, став спонсором канала. Вся информация есть в описании этого видео по ссылке. Всем спасибо за просмотр, увидимся еще. Всем пока!